Всем привет, с вами Александр, вы на канале Red Bull TV. С последнего видеоролика на YouTube прошло целых 10 дней. За это время на канале IGN вышло 3 спецвыпуска, посвященные Forza Horizon 6. Новой информации в этих видеороликах не так много. По большей части это повторение презентации Direct Developer, где разработчики Playground Games рассказали о нововведениях. Но при этом, если с каждого отдельного видеоролика взять самое вкусное, самое интересное, то получится полноценный видеоролик. В принципе, этим я и занялся для вас сегодня, создавая данный контент. И сегодня у нас в программе, как консоли прошлого поколения ограничивали инновации Forza Horizon. Поговорим о новых гоночных режимах Forza Horizon 6. Почему основной акцент развития новой части Horizon — это открытый мир? Как создавался открытый мир и почему в этот раз потребовалось целых 2 команды разработчиков? Вопросы. Новый баланс автомобилей — это всего лишь уловка или нас ждут реальные изменения в игре? Поговорим про разные биомы и смену сезонов времени года. И почему из-за жалоб игроков Forza Horizon 4 мы получили упрощенную зиму без снега на асфальте? Ответьте мне, казуалы. И последнее, в игре будут коровы. Это просто факт. И у меня радостная новость. В процессе монтажа выходит новый видеоролик на канале IGN. 25 минут про автомобили, тюнинг, гаражи. Новый материал краски, новые визуальные эффекты, офигенный просто материал. Я его добавлю обязательно ближе к концу видеоролика. Рекомендую весь этот ролик досмотреть до самого конца, будет очень интересно. И прежде чем мы перейдем к теме видео, небольшая интеграция. Сегодня я вам расскажу про наушники Fifine H16. Наушники закрытого типа, имеют алюминиевый каркас, RGB подсветку, это очень важно. Также есть улыбка. Прикольно. У нас есть разные режимы на RGB. С помощью кнопки я могу менять ее в реальном времени. Суммарно с 11 режимов. Сами наушники у нас имеют встроенную звуковую карту в кабель. С помощью пульта управления можно включать 7.1 виртуальный звук. Также у нас есть 3 режима эквализации. Точнее 4, когда включаете все 3 режима, не выбираете ни один из них, то у вас работает 4-й стандартный режим эквализации. Базовый режим эквализации никак не подписан, при этом у нас есть игровой режим, режим для прослушивания музыки и для просмотра фильмов. Сами наушники поставляются в данной коробке. Внутри коробки у нас находится съемный микрофон. Причем, забегая вперед, скажу, что именно за данный микрофон очень сильно ценятся данные наушники. Особенно у тех, кто занимается блогингом, стримингом или играет в видеоигры, где нужна четкая, быстрая, детальная информация. И также мануал. Ну и, конечно, данные наушники также находятся в комплекте данной коробки. Куда без них. На данный момент мой голос записывать через встроенный микрофон в гарнитуру. Также возвращаемся снова к пульту. У нас есть клавиша отдельно mute. Давайте я вам покажу, как она работает. Пропадает красный индикатор, и вы меня снова слышите. С другой стороны у нас клавиша Noise Reduction. По сути, это шумодав. Сейчас вы меня слышите с помощью шумоподавления. Мне показалось, что данная функция немного съедает начало и конец моих слов. Лично мне это не очень понравилось. Я предпочитаю, если удалять где-то шумы, то это делать с помощью специализированных программ, утилит VST-плагинов. Также на пульте управления от данных наушников есть у нас настройка громкости данных наушников, а также есть режим микширования. Когда вы подключаете данные наушники по USB кабелю, они подключаются именно так. У вас есть в источниках вывода звука 2 вывода. Первый — это чат Fifine, второй — это гейм. И с помощью данной крутилки вы можете регулировать, будет громче у вас чат, либо игра относительно чата. В целом про данную звуковую карту, встроенную в кабель, я уже рассказал. Кабель у нас имеет тканевую оплетку, что помогает в избежании скручивания самого кабеля. И поговорим немного про звучание данных наушников. Из коробки они звучат немного плоско, мне не хватает деталей. Это можно решить с помощью эквализации. Я рекомендовал бы поднять низкие и высокие частоты, при этом середину сделать пониже. И небольшой лайфхак для тех, кому давят данные наушники на голову. Рекомендую данные наушники на ночь повесить на спинку вашего кресла. Сами наушники великолепно регулируются по высоте, есть большой запас, но при этом они довольно сильно сковывают голову из-за того, что имеют алюминиевый каркас. Да, алюминий — это довольно прочный металл относительно пластика, при этом все равно немного пластик более мягкий на голове ощущается. Повесьте на ночь, и уже утром у вас больше не будет болеть голова от наушников. Рекомендую. Возвращаемся к теме видео Forza Horizon 6. На японском канале IGN, который называется IGN Japan, в YouTube вышел тот же самый видеоролик геймплейный проезд на Салин по Японии, по открытому миру.
При этом видео вышло также 4К 30 кадров в секунду, но в нормальном битрейте. Сейчас с помощью магии монтажа вы увидите оригинальные кадры с того канала. Возникают вопросы, если они имели такой хороший оригинальный исходный файл, зачем было так сильно сжимать его на основном канале IGN, где самая большая аудитория. Причем сами японцы под тем видео в комментариях отмечают, что это очень похоже на Японию. Токио прямо один в один. Единственное отличие — это ширина дорог. Токио в игре настолько большой, что потребовалась отдельная команда разработчиков, которая занималась только созданием этого большого города. Вторая команда занималась созданием всего остального открытого мира. Все это стало возможно только благодаря тому, что отказались от поддержки Xbox One, от консолей прошлого поколения. По этой же причине так много деревьев и других мелких объектов в игре. Напомню, что на консолях Xbox One использовался HDD, жесткий диск. И именно из-за этого ограничения не добавляли такой большой массив файлов в виде текстур в игру. Разработчики нам также показали подробности режима Time Attack. Напомню, что это по сути режим соперников, ривалов, только в открытом мире, где вы подъезжаете к треку, нажимаете клавишу X Join подключиться и подключаетесь в онлайн-конвой, который находится в открытом мире. Из плюсов в данном режиме нет коллизии, вы можете проезжать соперника насквозь, более медленные игроки вас не будут блокировать с собой, это хорошо. И также, как уже было сказано ранее, будет у вас специальная таблица и на треке, и вне трека на въезде, где будет показывать ваше лучшее время круга и лучшее время круга ваших друзей. Аналогично работает и Drag Meet, то есть это драговая сходка. Вы подъезжаете к стартовой линии, нажимаете X, Join, присоединиться, и ваши автомобили автоматически выравнивают на стартовую линию, что вам не приходилось постоянно сдавать вперед, назад, выравниваясь параллельно другим пилотам. И как сказали сами разработчики, возможно фальстарт, есть стартануть раньше времени, что добавляет сложности данному режиму. По той же схеме работает Car Meet на парковках. Вы подъезжаете, нажимаете X и занимаете свободный слот на парковке. Выравниваться каждый раз тоже не придется. То есть в некоторых местах есть упрощение. При этом уже подтвердили, что будет у нас парковка Дайкоку, будут и другие парковки. Точно известно, что будет 3 драг-рейсинга, будет как минимум 3 трассы тайм-атаки. Одна из трасс будет у нас на острове Легенд. Также будет несколько парковок. Пока точной информации, к сожалению, нет. Разработчики Forza Horizon 6 сообщили о том, что в игре будет 5 различных биомов. Японские Альпы, высочайшая точка страны, покрытая вечным снегом, включает горнолыжный курорт с работающими кресельными подъемниками и заснеженным альпийским маршрутом. Highlands вдохновлено живописной дорогой Венеры, холмистая местность, покрытая травой Судзуки. Низкие горы — это у нас переходный биом, связывающий другие биомы, густые древесные коридоры и туннели для гонок Тоге. Равнины — сельские районы, разбросанные по карте с традиционными элементами ландшафта. И также побережье, живописные скальные образования и виды на океан. По сути, нам объяснили разработчики, что в этот раз у нас будет не как в Forza 5. Приехали в левую часть карты, у нас, например, дюны, песок. Правее, например, уже находятся джунгли, еще правее какая-то другая территория. В этот раз у нас будет не горизонтально меняться ландшафт и биомы, а вертикально. Находишься выше, будет снег. Спустился пониже, один вид травы, цветов, дизайн домов. Спустился еще ниже, уже другая трава, уже другие цветы и растения, другая архитектура. И так постоянно будет по вертикали все меняться. Завязано будет именно на высоте от уровня моря. Про смену времени года уже рассказывал ранее. Будет у нас 4 сезона, как в Forza Horizon 4. Но с небольшим уточнением. Снега на асфальте зимой больше не будет. Со слов разработчиков, когда появилась Forza Horizon 4 с ярко выраженной сменой времени года, сначала все были в абсолютном восторге. Но со временем игроки начали жаловаться на Discord сервере Forza Horizon официальном, то что зимой слишком скользко, много снега, невозможно комфортно играть. В общем, кузалы были недовольны. Уже в Forza 5, когда в игре просто нигде не было снега, кроме вулкана на самой верхушке, начали все жаловаться, что где снег? Почему нет снега, как в Forza Horizon 4? И как объясняют сами разработчики, они нашли такой баланс, что да, снег будет у нас для ралли автокросса, но для шоссейных уличных гонок, там где есть асфальт, к сожалению, снега больше не будет. И сказали, что в целом это реалистично, потому что в Японии очень оперативно, качественно чистят снег. На самом деле это максимальное казуаливание. Лично я против этого, потому что у нас в Forza Horizon 4 раллийная резина превращалась в зимнюю автоматически. Уже в Forza 5 добавили отдельную зимнюю резину.
но не добавили зиму. И вот уже вот наступил момент Forza Horizon 6. Наконец-то появится, скорее всего, я так думал, зимняя резина. Появится новая интеграция времени года в игру, но по итогу получаем полный облом. Ну, не знаю, возможно, в этом есть какой-то смысл. Возможно, действительно, будем мы больше даже радоваться, чем негодовать, потому что для зимы в Forza Horizon 4 со снегом на асфальте там тоже у нас было, на некоторых трассах был снег, на некоторых трассах не было снега. Нужны были специальные билды, то есть нужно было отдельно для зимнего сезона настраивать машины в гараже. И, конечно, добавляло дополнительную сложность, особенно для нового пилота, который не разбирался и не знал, что раллийная резина зимой превращается в шиповку, в зимнюю резину. Но опять же, в Forza 5 добавили отдельную резину, так и назвали ее зимняя резина. Мне кажется, если бы в Forza 6 все это бы реализовали как положено, не как в Forza 4, то и новым пилотам было бы проще выбрать правильный билд в зависимости от времени года. Напишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете о том, что зимой на асфальте больше не будет снега. Помимо смены времени года будут и сезонные фестивали. Фестиваль воздушных змеев, фестиваль бумажных фонариков Торо Нагаси, рыбный фестиваль Мацури, а также и другие значимые события в Японии. Уже показали эти кадры в виде скриншотов. Все это красиво, атмосферно. Лично мне очень понравилось. Антуражно. Особенно если вы как-то интересуетесь японской культурой, смотрите аниме. Мне кажется, многие моменты, кадры прям очень похожи на аниме, потому что рисуют все в аниме, в мангах из реальной жизни. Берут кадры так проще художнику, чем выдумывать из головы. В целом, палец вверх. Ну и также поставь палец вверх этому видео, подпишись на канал, чтобы поддержать меня, чтобы данное видео лучше ранжировалось на площадке YouTube, и я чаще вас радовал новыми видеороликами. Также показали новый фестиваль Horizon, площадку. Это и колесо обозрения с неоновой подсветкой, это и салют-фейерверк, сцена, много светотехники, много людей. Мне кажется, самая объемная площадка, которая когда-либо была в играх серии Forza. И в целом выглядит все многообещающе. Также показали много разных кадров в центре города, за городом, промышленная зона, горные серпантины. В общем, все это выглядит максимально красиво. Думаю, вы на скриншотах видите это и сами. В прошлом видео я предположил, что кадры проезда с Алином по Японии были записаны на консоль Xbox. И все 3 выпуска, которые вышли позже той самой презентации, они уже вышли в Full HD в 60 кадров в секунду. И, скорее всего, мое предположение оказалось верным. А еще после многих жалоб на маленькое количество трафика в игре, официальные скриншоты на сайте Playground Games были также заменены на другие. В них стало заметно больше трафика, но при этом и детализация небоскребов стала заметно ниже. Обратите внимание на скриншоты на задний план, на небоскребы. Все это говорит о том, что у разработчиков, которые занимаются оптимизацией игры в данный момент, очень много работы. И кто знает, возможно, маленькое количество трафика на презентации — это не искусственное ограничение, а необходимая мера, чтобы игра работала стабильно в 30 кадров в секунду на режиме качества и в 60 кадров в секунду в режиме производительности. Также внимательные зрители заметили изменения в центре Токио. Многие рекламные бордеры пропали, а на некоторых изменились арты либо бренды. Но самое главное, обратите внимание на небоскреб на заднем плане. Детализация здания заметно выросла, появились окна, отражения, и в целом все выглядит более завершенным. Разработчики также приоткрыли тайну вторичного рынка. На въезде перед треком стояла желтая Honda S2000, которая стоила на 1/3 дешевле рыночной стоимости. То есть можно экономить деньги, подбирая автомобили в открытом мире. Еще одно неприятное для меня удивление. Нам обещали новый баланс классов. Новый класс R. По факту сделали следующую вещь. Все классы стали на порядок ниже. К примеру, вместо B700 B600, потом будет A700, S1 800, S2 900. Везде сделали на 100 очков PI ниже. При этом я нашел эту же самую Honda S2000 третьего года выпуска. В стоковых значениях все одинаково. То есть управление, ускорение, разгон 1 к 1. Сделал машину максимально похожую по значениям, как было на этом видео презентации Forza Horizon 6. И у меня получился тот же самый класс, только вместо 569 очков PI, как было в Forza Horizon 6, у меня получилось 669. То есть на 100 очков PI больше.
Все остальное максимально идентично, один к одному. И это наводит на мысль, что баланса нового автомобиля мы не получим. Получим просто новый класс. Для меня эта новость на самом деле прискорбная. Я думал, что как-то разработчики будут бороться с метатюнингом, с пауэрбилдом, возможно сделать пуристы более конкурентоспособными. Ладно, давайте дождемся выхода игры, потом уже будем судить. Вдруг они просто использовали какую-то старую дев-версию игры, где еще баланс автомобиля никак не был изменен с Forza Horizon 5. Возможно, и такая ситуация. Теперь о хороших новостях. Появился новый режим, называется Spec Racing. По сути, это гонка на стоковых машинах без тюнинга. На данный момент еще нет подробностей. Возможно, это будет монокласс, когда у всех одинаковая машина, как это было в Forza Horizon 5, когда делали сток Car-Lobby. Либо это будет какая-то предустановка деталей автомобиля. К примеру, машины B600 все, да, там Supra, Rexo, Honda, Mustang какой-нибудь. То есть они будут в пуристе, в каком-то определенном тюнинге по балансу, как это в Forza Motorsport было. При этом можно будет регулировать только пользовательский тюнинг, либо вообще без регулировок. На самом деле, наверное, самый ожидаемый мной режим в новой части Forza Horizon, поскольку это автоматически убивает все пауэрбилды, все метатюнинги, их просто не будет. Это круто, но при этом надеюсь, что и обычные кастомные заезды в классах тоже останутся. Будет тоже интересно покататься на своем тюнинге, поскольку тюнинг в игре крайне интересный. Еще одна новость связана с открытым миром. Будет как в Forza Horizon 4, большое количество игроков в открытом мире. Дело в том, что в Forza 4 сразу нам показывали 72 игрока в открытом мире на карте, из-за чего оказалось, что игроков в Forza 4 даже сейчас больше, чем в Forza 5. В Forza 5 на карте игроки показываются локально. К примеру, есть ваш автомобиль и, например, 200, 300, 400 метров вокруг вас радиус, где прогружаются машины других игроков. Если они заезжают за пределы этого радиуса, они исчезают с вашей карты, из-за чего Forza 5 кажется в открытом мире менее насыщенной в плане игроков. Этого больше не будет. Вернут старый режим, когда сразу показывало большое количество игроков. Я думаю, это было сделано в Forza 5 для того, чтобы просто сократить нагрузку на серверы. То есть в этот раз, видимо, решили раскошелиться разработчики ради нас, создав нам максимально открытый, обширный мир. И с помощью кармица, с помощью драгмица и тайм-атак событий в открытом мире он будет еще более насыщенным, чем когда-либо была Forza Horizon 4. План у них именно такой. И самая ожидаемая часть видео. Нам показали 25-минутный видеоролик с новым тюнингом, с новым Forza Aero, с новыми материалами краски. То есть краска будет теперь абсолютно по-другому выглядеть в игре. Это также касается и материала карбон. Он будет тоже переработан. Добавят целых 100 новых дисков Forza Horizon 6, и вы можете самостоятельно подбирать передние и задние диски отдельно друг от друга, создавая уникальные комбинации. Также обещают полностью переработать детализацию оптики. Это касается и передних, и задних фар. Речь идет не только о форме и материала самой фары, но также о работе со светом. Будет детально проработано освещение и отражение от материалов самой фары. Обещают переработать каждый тип резины. Теперь резина будет более детализированной, визуальный протектор будет также изменен, и в процессе езды визуально будет изнашиваться резина. Разработчики рассказали про новые Forza Edition машины, о том, что их никто никак не сдерживал по техзаданию. Они делали все то, что хотели, полная свобода действий. В этот раз машины получились максимально уникальными, необычными. Нам показали, как снимаются детали кузова. Причем видно, что каждой маленькой детали уделили максимальное внимание. Это и подвеска, и тахометр, и другие детали кузова, которые идеально проработаны. И кокпит, и внутреннее устройство, и внешнее устройство автомобиля. Выглядит все шикарно. Также рассказали, что в кейкары можно будет свапать мотор от мотоциклов. Как вам такое нововведение? Напишите в комментариях. Еще одна интересная деталь. Разработчики отметили, что при создании тюнинга они оглядывались на автовыставку Сима и токийский автосалон. И кто знает, возможно, в игре появится уникальный необычный тюнинг. А если вспомнить, что нам обещали 100 новых дисков, скорее всего появятся диски новых брендов. К примеру, Wellside. И кто знает, возможно, появится в игре и визуальный тюнинг данных брендов. На самом деле в игре не реализовано огромное количество разных тюнинг-ателье. Это и пластиковые обвесы, и бодикиты на автомобиле. И я очень сомневаюсь, что разработчики рискнут выпустить игру, не уделив внимания культуре тюнинга в Японии. Ведь в этом направлении Япония впереди всей планеты. Еще одно нововведение. Автомобили Forza Edition будут иметь уникальные номерные знаки с изображением горы Фудзи, а также обещают уникальную подсветку самого номера.
Помните ту уникальную мятку с V8 под капотом? Так вот, оказывается, у нее под капотом V10, причем внутри салона есть специальный вырез под коробку и дополнительные чехлы. В игре можно будет красить буксировочный крюк или петлю. Для тех, кто любит максимальный перформанс, у вас будет для этого все необходимые инструменты. В Forza Horizon 6 будет 8 гаражей, которые можно купить и в процессе настроить. В Forza Horizon 5 появился Event Lab, где игроки активно создавали не только трассы, но и шоурумы, чтобы делать крутые снимки своих автомобилей. Теперь каждый сможет сделать себе собственный шоурум прямо у себя в гараже. Гаражи получат также коды публикации, как это есть у тюнинга, у винила или у трассы из Event Lab. Уже заранее анонсировано, что можно будет загружать чужие гаражи и ставить машину так, как хочется именно тебе. Показали новый инструмент кастомизации гаража, на самом деле выглядит максимально интересно, похоже на Event Lab. Можно будет и удалять те детали, которые были изначально в гараже после покупки. Можно некоторые детали копировать. И скорее всего в будущем, как это было с Event Lab Forza Horizon 5, будут появляться и новые текстуры деталей интерьера гаража. Нам также показали интерфейс самого гаража, как это все выглядит внутри, напоминает Forza Horizon 5. Все выполнено в другой цветовой палитре, но при этом очень узнаваемо. Скажу честно, я был в восторге именно при просмотре последнего 4-го видеоролика на канале IGN. И теперь с нетерпением жду 15 мая, чтобы попробовать все это самостоятельно. Также приглашаю всех вас на мой Twitch канал. 15 мая будет обязательно трансляция по данной игре. Кому интересно, приходите. Ссылка в описании под этим видео. В этом видео также показали новый вариант винила, где использовали стикеры и винилы на окнах. Об этом, в принципе, уже знали заранее после Direct Developer. Кому интересно, посмотрите новые кадры. И в целом видео подходит к концу. Если было оно интересным и полезным, не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал. Пиши в комментариях, что тебе понравилось, что не понравилось. Возможно, ты ждал что-то конкретное, этого не завезли, либо наоборот, завезли даже больше, чем ты ожидал. И не забывайте переходить на мои социальные медиа: Discord, Telegram, ВК-группа. И также переходите на Boosty, там есть мои тюнинги по Forza Horizon 5. Как только выйдет Forza Horizon 6, все новые тюнинги будут выходить по данной игре Forza Horizon 6. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!